Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как улучшить свое произношение в иностранном языке. Это видео мы сделали вместе с Полиной, лингвистом и преподавателем шведского. Обязательно загляните на ее канал, там весело. Работа над хорошим произношением – это индивидуальный процесс. У кого-то он идет быстрее и легче, у кого-то медленнее и со скрипом. Но в любом случае носители одного языка, который изучает один и тот же иностранный язык, совершают примерно одинаковые ошибки. Просто человек переносит привычки из одного языка в другой, и получается иностранный акцент. Обратите внимание, что словом «акцент» называют любую манеру произносить слова. Например, британская королева тоже говорит с акцентом, только он называется Conservative RP. Это яркий статусный маркер. Your Majesty, Prince Charles and I are delighted to welcome you and Queen Maxima to Buckingham Palace this evening. Сегодня мы дадим вам 6 советов, как уменьшить иностранный акцент и улучшить произношение вне зависимости от того, о каком языке идет речь. Первый совет – определите свои цели. Зачем вы хотите улучшить свое произношение? Какой именно акцент вам нужен? Насколько близко вы хотите к нему подойти? Первая важная цель – говорить так, чтобы вас понимали и не переспрашивали. Иначе какой вообще смысл говорить? Вторая цель – это социальные возможности. Хорошее произношение завоевывает сердце слушателя и поможет вам легче заводить новых друзей и двигаться по карьерной лестнице. Ну а престижный акцент – это вообще как хороший костюм. Третья цель – это лучше понимать носителей. Да, вы не ослышались. Если вы сами умеете правильно произносить слова, то вам будет гораздо легче распознавать их в живой речи. Если вы пока не знаете, насколько высокая цель вам нужна, то начните с исправления самых существенных ошибок. Тех, которые мешают понимать речь. Мы с Полиной сделаем отдельные разборы для английского и шведского, потому что для каждого языка ошибки будут свои. Второй совет – начните работать над произношением как можно раньше. Очень распространено мнение, что я сейчас начну изучать язык, сначала научусь говорить, а произношением займусь уже потом, позже. Подкручу где надо. В этом случае часто мы начинаем говорить сразу далеко от того, как говорят носители языка. И потом нам придется переучивать и менять уже привычный акцент на какой-то другой. Как долго нам нужно будет переучиваться, зависит от того, какой пласт нужно перелопатить, то есть сколько вы к этому времени выучили. Это примерно как до 5 лет ходить на четвереньках, а потом уже учиться ходить на 2 ногах. Совершенно нормально, если вы сначала начнете работать над произношением параллельно с первыми шагами в изучении языка, а уже потом будете набирать словарный запас, чтобы сразу запоминать слова так, как они реально звучат. Так, в перспективе вы сэкономите себе время. Если вы уже долгое время говорите с сильным русским акцентом, например, то абсолютно нет смысла отчаиваться. Вы также можете перетренировать себя в нужную вам сторону, ближе к тому, как это говорят носители. Главное не лениться. А что делать, мы вам сейчас расскажем. Третий совет. Познакомьтесь с международным фонетическим алфавитом, или коротко МФА. Вы наверняка его видели, потому что транскрипция английских слов пишется символами именно этого алфавита. На самом деле МФА предназначен для точной записи человеческой речи вообще. Так что если вы с ним однажды разобрались, это вам поможет для любого нового иностранного языка. В МФА все звуки сгруппированы по особенностям произношения, как в таблице Менделеева. То есть это прямая инструкция, как именно их произносить. Куда нужно поставить язык, какая должна быть форма губ и так далее. У меня на канале есть несколько роликов по МФА, ссылки будут в описании. Иногда можно видеть, как иностранные слова записывают русскими буквами. Так вот, это русский акцент в самом что ни на есть чистом виде. Dear President Blatter, colleagues of the Executive Committee, let me speak from my heart in English. Ну, невозможно точно передать иностранные слова только русскими звуками. Даже в итальянском, который относительно похож на русский, есть свои специфические звуки. А в английском, французском или немецком их еще больше. Ладно, а почему бы просто не послушать, как носитель произносит слово? Этого может быть недостаточно. Уши могут вас обмануть. Вам будет казаться, что вы слышите не тот звук, который произносится на самом деле. Не верите? Тогда послушайте, как американцы произносят вот это слово, и пишите в комментариях, какой первый гласный в нем вы слышите. And I feel like, sorry, just on top of that,
Sorry, I drifted away for a moment. So I'm sorry I judged this book for its cover. I know I say that about every show. I'm sorry. Четвертый совет. Разберитесь с отдельными звуками иностранного языка. В любом языке и диалекте есть свой собственный набор звуков. И очень редко бывает так, что в двух разных языках этот набор звуков совпадает полностью. В иностранном языке почти наверняка будут звуки, которых нет в русском языке. Например, у нас в русском нет межзубных «th» и «the», которые есть в английском и испанском. Если мы просто заменим их на русские звуки «с» и «з», то, например, английское слово может полностью потерять и поменять свое значение. I think – я думаю, I sink – я тону, I think – I sink. Над такими звуками, по которым можно определить значение слова, нужно работать в первую очередь, чтобы слова не слились в одно и наша речь не потеряла смысл. Еще будут звуки, которые чем-то отличаются от звуков родного языка. Например, английский звук «т» отличается от русского «т» тем, что кончик языка касается не зубов, а альвеол, за зубами. И добавляется придыхание. Сравните та-та-та-та-та, та-та-та-та-та. Если здесь вместо английских звуков произносить русские звуки, то смысл слов не меняется, но очень заметен акцент. И самое неожиданное и приятное, что совершенно запросто могут быть звуки в русском языке, которых мы даже не замечаем. Например, в русском мы различаем 6 гласных, тогда как в английском их 10-13 штук в зависимости от акцента. Но если знать, где искать, то практически все английские гласные можно найти в русских словах. Об этом смотрите отдельное видео, ссылки будут в описании. Пятый совет. Читайте вслух. Если вы говорите спонтанно и начинаете сознательно следить за произношением, то тут легко запнуться и вообще замолчать. Тем более, если вы стараетесь по ходу вспоминать подходящие слова. Поэтому лучше разделить эти две задачи и поупражняться чисто в произношении. Берите текст. Можно из учебника, можно какую-нибудь статью интересную поискать. Читайте его вслух, медленно, четко, разборчиво и следите за произношением. Если в каком-то слове не уверены, проверяйте по словарю и надписывайте транскрипцию. Очень удобно Вики-словарь взять. Там и транскрипция, и озвучка. Не пытайтесь съесть непривычные для вас звуки. Наоборот, артикулируйте максимально разборчиво. Ваша задача приучиться произносить звуки и целые слова. Это как танцевать или машину водить. Сначала медленно выполняйте непривычные действия, а потом они доводятся до автоматизма, и вы за этим уже не следите. Записывайте на телефон, как вы читаете, и слушайте, что получилось. Отмечайте ошибки в произношении и тренируйтесь правильно произносить те же самые слова. И попробуйте послушать старые записи через полгода. Сразу увидите прогресс. Если есть возможность, обязательно дайте эти записи преподавателю или носителю языка на проверку. Отзыв тренера по произношению самый ценный, потому что тренер может объяснить, как именно нужно исправлять ошибку. Носитель обычно может только указать, какие слова прозвучали непривычно, а вы уже сами должны догадаться, как их исправлять. Полина как раз работает тренером по произношению и может консультировать по английскому, испанскому, французскому и шведскому. А я могу дополнительно проконсультировать по еще нескольким языкам. Совет номер 6. Shadowing. Отличный действенный прием, который называется shadowing или метод теневого повтора. Общая идея такая, что вы проговариваете текст, параллельно слушая его правильную озвучку. Удобно иметь текст перед глазами, чтобы заодно тренировать и чтение, и правильно разбирать слова, чтобы не случилось подобное. Avresti potuto morire cadendo da quella montagna. Arrested lulos molires los las montañas. Схема может быть следующая. Вы прослушали фразу, поставили на паузу и повторили вслух. Мы подражаем и интонации в целом, и произнесению отдельных звуков. Для эффективной работы можно подобрать понятные, интересные тексты и дикторов с четкой и сравнительно медленной речью, чтобы за ними успевать. Хорошее произношение и быстрое произношение – это две разные вещи. Отличный вариант – аудиокниги. Вообще хорошо слушать актеров, которые говорят со стандартным акцентом. Он нейтрален и понятен в основном всем носителям. Вот на такое произношение и стоит ориентироваться. Обычные подкасты могут не подойти, потому что там люди перебивают сами себя, друг друга и вообще говорят очень быстро. Зато удобно взять специальные подкасты, которые ориентированы на изучение языка.
Там и речь помедленнее, и часто есть транскрипты. Tape scripts. How do you pronounce that? В следующих роликах мы с Полиной расскажем об иерархии ошибок для разных языков и объясним, что нужно исправлять в первую очередь. Так что подписывайтесь на наши каналы и изучайте фонетику.